Вы знаете, что вы когда-нибудь умрете? Как и ваша мама, папа, друзья, подруги, жена, муж, сыновья и дочери. К сожалению, это так. Но что вас пугает больше? Личная смерть или вымирание человечества? В России ситуация с рождаемостью не самая плохая в мире, но уже есть тревожные звоночки. В 2024 году родился 1 220 000 детей. Это минимум с конца 90-х. Смертей в этом же году было на 596 000 больше. По статистике, чтобы в Москве одному взрослому воспитать одного ребенка в комфортных условиях, нужно зарабатывать 300 000 рублей в месяц. И это никакой не суперлюкс. Больше половины этой суммы съедает аренда жилья и плата за детский сад. Как вы думаете, вы достаточно зарабатываете? В Японии уже больше 10 лет подгузников для взрослых продается больше, чем детских. В Южной Корее средняя женщина рожает всего 0,72 ребенка за жизнь. Вы правильно прочитали, даже одного не набирается. Понятно, что кто-то рожает двоих, а кто-то ни одного, поэтому если разделить на всех, то получится 0,72 на каждую. Корейское правительство в отчаянии. С 2006 года потратили $270 миллиардов на стимулирование рождаемости. Но люди упорно не торопятся в роддом. И возникает жуткий вопрос. А что, если мы правда потихоньку вымираем? Обычно, когда разговаривают о демографии, показывают графики падения рождаемости. Типа такого. Вот сколько человек умерло в мире, пока вы начали смотреть это видео. А столько родилось. И судя по тому, что о демографическом кризисе говорится много, а все становится только хуже, проблема глобально понимается неправильно. Но постойте, это не мрачное пророчество из научной фантастики и не морализаторская лекция в духе «Очнитесь, люди, нужно быстрее рожать». В этом ролике мы не просто разберем убыль населения и проблемы рождаемости. Мы узнаем, когда же все-таки вымрет человечество. Можно ли что-то с этим сделать? Когда будут бесплатно раздавать квартиры, как одна галочка в приложении для смартфона может повысить средний рост мужчин в мире со 171 до 185. И кто же будет жить на Земле после нас? И почему же это не китайцы, а цыгане? Меня зовут Сергей Пащанин, и на этом канале я рассказываю о том, что сейчас актуально в мире. Без воды, трезво и по существу. А обязательно подписывайся. Мы первые поколения, которые растут без четких ориентиров, кем быть и зачем заводить семью. Ответ, казавшийся очевидным нашим бабушкам и дедушкам, сейчас сильно размыт. Традиционная моральная рамка, религия или долг перед семьей ослабла. В результате многие миллениалы и зумеры чувствуют экзистенциальный вакуум. Нет образа реализованного человека, к которому можно стремиться. По опросам, почти половина молодежи в разных странах вообще не считает наличие детей условием счастливой жизни. В недавнем исследовании ПЭФ по США доля людей до 50 лет, которые уверены, что не захотят детей, выросла с 37% до 47%. Всего за 5 лет. А главная причина – просто не хочу. Так ответили 57% бездетных американцев младше 50. Им проще реализовать себя в карьере, хобби и дружбе, и они прямо говорят, дети не входят в список жизненных ценностей. Психологи называют наше поколение разочарованными. Когда вокруг экономическая нестабильность и постоянные перемены, молодым трудно строить долгосрочные планы, в том числе и семейные. Вместо четких целей, например, к 30 годам семья, дом и стабильность, у многих лишь тревожный вопрос. А будет ли у меня будущее и смогу ли я позаботиться о своих детях? Неудивительно, что каждый 4-й 40-летний американец никогда не был женат. Это рекорд за всю историю наблюдений. В Японии так называемым пожизненным холостяком является уже каждый 3-й мужчина к 50 годам. Молодое поколение сдвигает приоритеты. Сначала выжить и разобраться в себе, а там, глядишь, и рожать. Но даже если молодежь все-таки решается на семью, сталкивается ли она с реальными возможностями для этого? Так какие внешние ограничения мешают реализовать семейные планы? Для большинства молодых семья и дети напрямую зависят от вопроса, где жить. В России 40% считают, что без своей квартиры о семье даже думать не стоит. В Европе средний возраст съезда от родителей уже перевалил за 26 лет, а в Италии и Испании он уже около 30. Для целого поколения свой дом стал почти несбыточной мечтой.
а долгосрочная аренда нормой. Да, наше поколение не только называют разочарованными, но и поколениями арендаторов или новыми крепостными. И знаете, что является одной из главных причин, почему мы не можем себе позволить собственное жилье? Льготная ипотека. Инструмент, который изначально придумали, чтобы каждый нуждающийся мог купить себе квартиру, забрал у нас последнюю надежду. Вместо того, чтобы сделать жилье доступнее, льготная ипотека разогнала цены. Дело в том, что 85% таких ипотек получили богатые, те, у кого уже были деньги. Молодым и менее обеспеченным банки чаще всего отказывают. Появились дельцы, которые брали по 5-10, а то и 26 квартир по льготной ипотеке. А молодая семья с обычной зарплатой так и осталась в съемной квартире. Ну что? Ну что значит будем жить по-старому? По-старому? Да. Если вы молодая семья или только что вступили в брак, то с большой долей вероятности родители или, например, бабушки с дедушками уже намекают: пора бы и внуков. Надо рожать, детки. Кто тебе стакан воды на смертном одре подаст? Вот о чем думать надо. Бабуль, ты уверена, что перед смертью я захочу пить? Так вот, по опросу в ЦИОМ 82% граждан старше 60 лет имеют собственное жилье. Тогда как у людей 18-24 лет такая возможность есть чуть ли не в 2 раза реже. И это старшее поколение, которое росло и формировалось во времена, когда главным признаком успеха в социуме считалось заведение семьи и детей. А жилье уж как-нибудь само появится. И это даже не их вина, а по сути конфликт мировоззрений. Подобная ситуация порождает и новые способы мошенничества. Если вы везунчик и собрались покупать жилье или просто когда-нибудь планируете, вам будет очень полезно то, о чем я скажу. Держите совсем новую историю. 5 октября 2025 года суд в Санкт-Петербурге вернул пенсионерке проданную в июле 2024 года квартиру. Сделка была абсолютно официальной и прошла по закону. Мошенническая схема заключалась в следующем. Пенсионерка продала квартиру женщине по имени Анна. Анна взяла кредит и вскоре вселилась в новый дом с сыном и мамой. И как только они сделали ремонт, они узнали, что пенсионерка, у которой купили квартиру, подала в суд, где заявила, что сделка была совершена под давлением. И в итоге суд признал продажу недействительной, и пенсионерке вернули квартиру. А Анна осталась без жилья и с кредитом на несколько миллионов. Бабуля признала себя банкротом и не вернула деньги. Так что будьте внимательнее при покупке квартиры и хоть расписку берите, что жилье куплено в трезвом уме и без давления. Но даже если вам невероятно повезло и вы нашли свое жилье, остается другой вопрос. Хватит ли у вас времени и сил на жизнь с семьей, если работа и бытовая нагрузка занимает почти все время? У нас патологически не хватает времени на жизнь. Где же его взять? В современном мире работа съедает все. По опросам, каждый третий россиянин работает больше 45 часов в неделю. И, как я говорил в ролике про выгорание, то работа свыше 39 часов заметно увеличивает риски выгорания и депрессии. А при работе свыше 55 часов в неделю риск инсульта увеличивается на 35%. Обязательно посмотрите, это замечательный ролик. Ссылка будет в описании. Средняя длительность рабочего дня официально 8 часов. Но в то же время никто не учитывает дорогу на работу и с работы. Фактически рабочий день сейчас занимает в среднем 9-10 часов с учетом всех нюансов и переработок. Появился специальный термин – тихое повышение. Так называют, когда нагрузку увеличивают, а платят как прежде. Каждый пятый не использует отпуск полностью. 43% россиян испытывали выгорание в течение своей карьеры, а 20% сейчас находятся прямо в нем. Неудивительно, что при таком высоком уровне выгорания люди не рожают. Самое курьезное, что одной из основных причин стресса у человека является банальный недосып. Я сам страдал от недосыпа столько, сколько себя помню. Еще когда работал инженером-конструктором, помню, засидишься до 2 часов ночи, проект завтра уже в госэкспертизу сдавать надо. Вроде ляжешь хотя бы на несколько часов поспать, а сна-то уже нет. Лежишь и ворочаешься сбоку на бок. А если и удастся заснуть, то сон поверхностный. И лично мне постоянно снилось, как я продолжаю работу. Вторая
смена, только бесплатно. Я перепробовал все известные способы засыпания. Ни расслабляющий массаж, ни медитация, ничего не помогало. Даже прием мелатонина в таблетках не давал эффекта. В общем, когда друзья мечтали купить себе Cadillac Escalade и трехкомнатную квартиру в центре Москвы, я просто хотел научиться быстро засыпать и высыпаться. Мы проводим во сне примерно треть жизни. Только вдумайтесь, из 50 лет мы спим почти 17. От того, как наш организм отдохнет за ночь, и будет зависеть то, как мы будем чувствовать себя днем. И как же для меня сейчас важен здоровый и качественный сон. Раньше я думал, что чтобы высыпаться, нужна только правильная подушка. Но оказывается, не меньшую роль играет и качественное одеяло. Из-за тревоги, стресса и переутомления мы часто страдаем бессонницей. Прерывистый сон не позволяет пройти все необходимые стадии сна, в том числе и стадию глубокого сна, которая является ключевой для отдыха. Со своей проблемой я тщательно подходил к выбору подходящего одеяла. Перепробовал огромное количество разных из них. И вот уже год я сплю под утяжеленным одеялом от Beauty Sleep. Научно доказано, что утяжеленные одеяла помогают снизить тревожность. Они воздействуют по принципу терапии глубокого сенсорного давления. Мягкое равномерное давление стимулирует выработку серотонина и эндорфинов, снижая уровень кортизола. В итоге организм переходит из состояния стресса в покой. Сон становится глубже, а выработка мелатонина естественной. Одеяло от Beauty Sleep, в отличие от дешевых аналогов, состоит из 11 слоев, в то время как у этих самых аналогов 5-7 или даже меньше. Это абсолютно уникальная разработка. Суть ее в том, что такое количество слоев обеспечивает максимальное равномерное утяжеление в одеяле. То есть оно не скатывается в угол. Именно за счет этого одеяло равномерно и нежно давит на все тело. И вы быстро расслабляетесь и засыпаете. Получается такой эффект объятий. Одеяло выполнено из 100% тенселя, а наполнитель – гипоаллергенные стеклянные микрогранулы. Утеплитель – дышащий холофайбер. Тенсель очень приятный и прекрасно адаптируется к телу и отводит лишнюю влагу. Спустя время я заметил, что стал лучше спать, быстрее засыпаю и не ворочаюсь во сне. А утром чувствую себя отдохнувшим. По моему промокоду «Пощанин» вы получите скидку в 7% на все товары на сайте Beauty Sleep. Это не только инвестиции в свое здоровье, но и отличный подарок. А еще ребята из Beauty Sleep весь октябрь перечисляют 10% с каждого заказа фонду «Дальше», который уже много лет помогает женщинам с раком груди. В прошлом году они собрали для фонда более 500 тысяч рублей, а в этом хотят сделать еще больше. Покупая продукцию Beauty Sleep, вы тоже можете им помочь. Посмотрим на Южную Корею, одного из лидеров по низкой рождаемости в мире. Корейские женщины все чаще отказываются от материнства, потому что знают, их ждет 12-часовой рабочий день и относительно невысокая зарплата. Разрыв по зарплате у мужчин и женщин составляет почти треть. Страна славится адскими переработками. По оценкам на 2023 год корейцы отрабатывают примерно 1872 часа в год. Причем Корея является до сих пор традиционной страной. Неудивительно, что кореянкам не нужны дети. Представьте себе такой типичный день корейской мамы. Пахать на работе, ухаживать за ребенком, ухаживать за мужем и выслушивать от свекрови поучения и придирки, что она, видите ли, не так готовит кимчи. Ой, да, что завтра к 9. Все, я успею. Спасибо. Зайчик, держи вилку крепче. Вот так. Молодец. Вкусно. Спасибо за чай. Пей, пока горячий. Остатки воды надо отжать сильнее, иначе капуста размякнет. И перца мало. А потом про тебя еще и слухи распускают, что корейские женщины оказываются инфантильные. Кореянки массово отказываются от отношений. Там набирает популярность движение 4B, которое пропагандирует 4 без. Без брака, без детей, без свиданий и без секса. Такие тенденции встречаются по всему миру, от Америки до Китая. Но даже если молодые люди имеют партнеров, то сознательно тянут с рождением первенца, пока не встанут на ноги. Увы, часто этот момент не наступает никогда. В результате миллионы молодых по всему миру даже не пытаются построить семью. Просто нет ни ресурсов, ни времени. Возникает вопрос: а можно ли это изменить?
Может, поможет государство или единственный вариант смириться и потихоньку вымирать? Давайте разберем, какие меры поддержки все-таки существуют и когда же все-таки будут бесплатно раздавать квартиры. Правительства многих стран давно осознали демографическую угрозу и пробуют стимулировать рождаемость. Материнские капиталы, пособия, бесплатные детсады, чего только не придумают в самые разные времена. Многие сейчас с теплотой вспоминают времена Советского Союза. Наши бабушки и дедушки воспитывались во времена беспрецедентной поддержки рождаемости. Большие семьи получали пособия, путевки в санатории и, самое главное, обязательно жилье. Но мало кто знает, что демографическая политика СССР была и жестокой. В 1941 году был введен специальный налог на бездетных. Мужчины 25-50 лет и женщины 20-45 лет без детей должны были ежегодно отдавать государству примерно 5% зарплаты. Этот налог платили все, кто не мог или не хотел завести ребенка. Все эти меры, конечно же, давали результат. Вплоть до распада СССР население и рождаемость росла и оставалась стабильно высокой. После распада Советского Союза в России с 1990-х годов рождаемость резко упала. За 10 лет население страны уменьшилось почти на 3 миллиона человек. В 2007 году государство решило изменить ситуацию и запустило программу материнского капитала. За рождение ребенка семья получала крупную сумму. Сегодня это уже около 700 тысяч рублей. Появились региональные выплаты, единовременные пособия, детские субсидии, и льготная ипотека, и даже бесплатная земля для многодетных семей. Со стороны выглядит очень солидно. Только на меры поддержки за последние 15 лет было потрачено более 3 триллионов рублей. Местные власти добавили свои бонусы и в некоторых регионах дают по 100-300 тысяч за 3-го или 4-го ребенка. И также разыгрывают квартиры и вводят налоговые послабления. Результаты, конечно же, были, но краткосрочные. После запуска мат-капитала в 2007-2010 годах рождаемость выросла примерно на 15%, но уже к 2018 году динамика ушла вниз. Стало меньше браков, семьи откладывают рождение детей на потом, а экономические проблемы сделали поддержку менее ощутимой. Одна из главных претензий к системе заключается в том, что деньги не решают вопрос жилья. Даже с мат-капиталом большинство молодых семей не могут купить отдельную квартиру. Цены за это время выросли в разы. В итоге многие семьи либо арендуют, либо ютятся с родителями, либо всю жизнь выплачивают огромные ипотеки, откладывая планы на детей до 35-40 лет. Спокойной ночи, мам. В тесноте да не в обиде. Российские меры поддержки помогли тысячам семей, но не решили главный вопрос. Как обеспечить молодым базовую стабильность, жилье и работу? Пока остаются проблемы с доступностью жилья, падение рождаемости не остановится. Но, может быть, где-то все-таки удалось найти решение? В мире часто говорят о скандинавском чуде или об идеальных условиях для семей во Франции и Германии. Как вы думаете, работают ли их меры или там тоже свои проблемы? Скандинавские страны и Европа часто приводятся как образец семейной политики. Здесь платят щедрые пособия, субсидируют ясли и детские сады, дают длительный оплачиваемый декрет, а у норвежцев, например, обязательный папин отпуск минимум 12-15 недель. Причем папа обязан сидеть с ребенком и не может делегировать это жене. Есть бесплатные медицинские услуги, компенсация потери дохода для родителей с детьми и отдельные схемы для частичной занятости. В Германии и Франции выплаты и налоговые вычеты устроены гибко. Чем ниже твой доход, тем выше поддержка. Есть даже дифференцируемые депозиты, когда семьи получают деньги пропорционально своим доходам и расходам. Система гораздо сложнее и, казалось бы, должна работать лучше, чем мат-капитал в России. Эти страны десятилетиями вкладывают огромные суммы в демографию. Картинка получается, я вам скажу, идеальная. Инфраструктура есть, деньги есть, защита матерей и отцов есть, но главный парадокс –
рождаемость все равно падает. Даже во Франции, которая держалась дольше всех, коэффициент снизился с 2 детей на женщину до 1,6. В Германии и Норвегии он около 1,5. В Дании чуть выше, но тоже минимальный за всю историю наблюдений. Даже самая развитая поддержка не остановила спад. При таких вводных правительства даже не пытаются массово раздавать квартиры всем нуждающимся. Все равно это бесполезно. Возьмем, например, Россию. Даже по грубым прикидкам, если посчитать по ценам 2023 года, то на это потребовалось бы примерно 164 триллиона рублей. А весь ВВП страны за этот год составил 171 триллион. Пойти на бесплатную раздачу квартир для семей вообще не способна ни одна экономика мира. Но почему же рождаемость падает, несмотря на поддержку государства? Все упирается не только в деньги, но и комфорт. Главная проблема в том, что происходит смена ценностей. Как я говорил в начале, происходит формирование нового критерия успешного человека. И как показывает тенденция, это точно не многодетная мать или отец. Но если развитые страны не справляются, почему в некоторых обществах рождаемость по-прежнему остается высокой? Что работает в традиционных и закрытых сообществах? Почему там дети рождаются по умолчанию, а не по остаточному принципу? Давайте разберем, чем отличается их модель жизни и что в ней такого удерживает людей в традиционных сценариях семьи и продолжения рода. Чтобы понять, что подталкивает деторождение в традиционных обществах, посмотрите это видео. Согласие молодых тут никто не спрашивает. Жениха и невесту впервые знакомят лишь в день помолвки. Старинный ритуал сватовства. Отец перечисляет достоинства любимой дочки, как то девственность, здоровые зубы, умение добывать и считать лаве, как-никак закончила 3 класса. В итоге стороны сходятся на дюжине царских золотых и объявляют невестой. Для незамужних 10-20-летних подружек невесты танец – шанс понравиться. Ритуал лишения невесты у цыган традиционно проходит при свидетельницах. В цыганских общинах Восточной Европы и России девушек часто выдают замуж. Я не скажу вам конкретные цифры, чтобы не попадать под ограничения Ютуба, но скажем так, что в 4-5 классе они уже невесты. Средний возраст первой беременности цыганки ниже 18, а семьи с 5-7 детьми – это обычное дело. По оценкам ЮНИСЕФ, до 20-25% девушек вступает в брак до своего, так сказать, возраста осознанности. Личный выбор при таком укладе минимален. За тебя решает семья и община. Мне 14 лет. Меня зовут Диана. Тебе самой хочется замуж? Конечно, у нас все девчонки не хотят выйти замуж. Ну, а жениха-то хоть любишь? Не знаю. Для родителей ранний брак и быстрое появление потомства – признак успеха и устойчивости рода. Но за этим стоят реалии, которые современному человеку кажутся шокирующими. Девушки часто бросают школу ради того, чтобы выйти замуж. И их мнение не спрашивают. Бывают случаи, наверное, нельзя на Ютубе так сказать, но давайте пусть мягонько это будут несогласия и споры. В этих общинах отказ от традиции – это позор и изоляция. Похожий расклад у ряда ортодоксальных евреев. Например, в Израиле в ультраортодоксальных семьях среднее количество детей примерно 6. На амишей и менонитов в США в среднем приходится 6-7 детей на женщину. В отдаленных сельских районах Нигера и Чада тоже примерно 6-7 детей. В бедных регионах Азии, например, в Бангладеше, до сих пор распространены браки далеко, так сказать, до возраста осознанности и большие семьи. По современным меркам это может считаться негуманным и даже может нарушать права ребенка. Высокая рождаемость в таких обществах не от изобилия, а от отсутствия выбора и сильного давления традиций. Но почему в традиционных обществах всегда много детей? Это вопрос не только традиций, но и банального выживания. Вот малоизвестный, но очень показательный факт. Когда снижается детская смертность, всегда падает и рождаемость. В среднем при падении смертности на 10% рождаемость снижается на 4%. Казалось бы, условия лучше, медицина доступнее, должно быть больше детей. Но в реальности все наоборот. Например, после появления вакцины от кори в 20 веке
В Бангладеше провели исследование и выяснили, что на каждые 2 спасенные жизни приходится 1 нерожденный ребенок. Вроде бы сделали хорошее дело, а нет, уронили рождаемость. И причина этого в том, что люди чаще стали пользоваться презервативами. Как связаны вакцина от кори и презервативы, отвечает простая статистика. Оказывается, при стабильно высокой детской смертности сокращается промежуток между беременностями. Такой компенсаторный механизм. А в обществах, где каждый новорожденный выживает, люди чаще пользуются контрацепцией. Родители больше не боятся потерять ребенка и сознательно заводят меньше детей. Это парадокс. Чем безопаснее и предсказуемее становится жизнь, тем меньше стимулов рожать про запас. В итоге главная стратегия архаичных обществ рожать много, чтобы выжил хоть кто-то, исчезает. Но как ни крути, такие традиционные общества сейчас малочисленны. В Израиле, например, такая община составляет лишь 14% от всех евреев. Мы возьмем более урбанизированные страны. Традиционно считается, что в исламской культуре всегда высокая рождаемость. Так и было до недавнего времени. Еще в 1980-х в Турции, Марокко и Иране нормальным было иметь по 5-7 детей на женщину. Сейчас индекс рождаемости в Турции примерно 1,6. Иране 1,8. Марокко значительно лучше, там почти 2,5 ребенка на женщину, но никак не 5-7, как в 80-х. Выходит, даже там, где десятилетиями главным смыслом была семья и дети, время берет свое. Остается вопрос, почему же религия перестает удерживать семьи от демографического спада? Долгое время человечество жило в условиях, где религия определяла не только мораль, но и структуру семьи. Независимо от конфессии, будь то ислам, христианство, иудаизм или индуизм, многодетность всегда воспринималась как что-то естественное и правильное. Это была не только духовная норма, но и элементарная стратегия выживания. Высокая смертность, аграрный уклад и постоянные войны – все это требовало большого числа потомков. Именно такие сообщества лучше выживали, расширяли влияние, оставляли больше потомков и выигрывали эволюционную гонку. Поэтому религии и сформировали устойчивый коллективный инстинкт. Семья – это главное, а индивидуализм – это грех. Я родителям, которые своих дочерей уговаривают убить их внуков, всегда говорю, если вы так любите своих дочерей, продайте свое имущество, чтобы она не убила вашего внука. Продайте свое имущество и помогите своей дочери, а сами умрите. Вы же уже пожили. В индуистских деревнях в Индии до недавнего времени женщина не могла самостоятельно выбрать, когда и сколько ей рожать. Вопрос решался старейшинами, а отклонения от нормы карались стыдом и изоляцией. Но что происходит сейчас? В современном мире старые религиозные паттерны размываются. Даже в семьях амишей подросшие дети уезжают в города, так сказать, на проверку. И часть из них не возвращается. И это люди, которые больше похожи по укладу на людей из 17 века, чем на современных. Ну нахуй этот 17 век. Остаюсь здесь. Там, где религия теряет свой авторитет, падает и рождаемость. Не потому, что люди стали хуже, а потому, что исчезает эволюционная необходимость в больших семьях. Как вы думаете, может быть, стоит опять вернуть религиозность в наше общество или не стоит? Значит ли это, что идея семьи просто устарела и будущее за обществом одиночек? Или все-таки мы можем придумать новый смысл семьи и научиться быть счастливыми не вопреки, а благодаря переменам? Давайте попробуем найти ответ. Отличным примером последствий индивидуализма сейчас является Китай. Раньше считалось, что китайцев очень много, и они поработят весь мир. Сейчас же все не так. В стране, где десятилетиями общество держалось на коллективизме и семейных ценностях, за последние 30 лет случилась настоящая гендерная революция. В Китае около 30 миллионов так называемых лишних мужчин. Это прямое последствие демографической политики 80-х 2015 года «одна семья, один ребенок». Когда в семьях разрешалось иметь только одного ребенка, большинство традиционно хотело мальчиков. Мужчины, оставшиеся в сельских регионах, часто не получают высшего образования и не уезжают в город. И поэтому они не находят себе жену. Таких мужчин называют гуанган или голыми ветками. А в городах противоположная ситуация.
Огромное количество женщин получили образование и начали строить карьеру. И в итоге к 30 годам девушка не имеет ни семьи, ни детей. Такие женщины называются оставшиеся женщины или шенгну. Доходит до того, что в крупных городах раз в неделю проходят брачные рынки. Родители раскладывают анкеты своих детей с параметрами рост, зарплата, образование, квартира и даже группа крови. Женщины, например, хотят, чтобы мужчина был старше, имел собственную квартиру или как минимум перспективу ее купить и был без долгов и имел стабильную работу. А мужчины предъявляют требования, чтобы была не слишком карьеристка, не старше 27 и не слишком уж образованная. Слишком умных они не любят. Часто свидания превращаются в собеседования, на которых родители спрашивают о планах на детей, деньгах и даже о взглядах на уход за пожилыми родственниками. Так ты в курсе, что для того, чтобы быть достойным мужем для моей дочери, ты должен меня на руках носить? В курсе, тетя Лин. Руки уже приготовил. Неудивительно, что при таком подходе отношения полов только накаляются. Мужчины жалуются, женщины стали меркантильными, ищут не мужа, а кошелек. Раньше достаточно было быть честным, работящим, а теперь нужна квартира, машина и стабильность. Женщины парируют. Почему я должна жертвовать своей карьерой ради брака? Почему женщина превращается в функцию? В соцсетях одна из самых обсуждаемых тем для женщин – это лучше быть одной, чем замужем, а для мужчин жениться – это значит быть пожизненным должником. Такое разобщение приводит к тем же тенденциям, что и в большинстве стран мира. Число браков за последние 10 лет сократилось почти вдвое. В Китае рекордно низкая рождаемость. В 2023 году коэффициент рождаемости упал до 1,9. В Японии он 1,15. А там на 100 стариков приходится 38 детей. Все это приводит к тому, что мужчины из бедных регионов обращаются за услугами так называемых брачных агентств и просто покупают невест из соседних стран Юго-Восточной Азии. А женщины сталкиваются с давлением семьи. Их стыдят за отказ от долга быть матерью и рожать внуков. В крупных городах стало модным не вступать в брак вовсе, жить поодиночке, путешествовать, учиться и ставить личные цели выше традиции. В Китае, как и по всему миру, противостояние мужчин и женщин стало массовым. Причина этого в росте самостоятельности, образования, индивидуализма и появления новых стандартов благодаря технологии. Но, как вы понимаете, за комфорт надо платить. Сейчас мы живем в эпоху, где эволюцию человека начинает диктовать не природа и даже не общество, а интернет и алгоритмы. Наступает новая эра цифрового отбора, когда наша личная жизнь и даже будущее поколений зависит от вашего цифрового профиля и пары галочек в приложении. В эпоху индивидуализма и одиночества даже знакомства ушли в онлайн. Еще бы, так удобнее и безопасней. Еще на этапе разговора можно отсечь неподходящего тебе человека. Можно сразу вычислить, кто тут тарелочница, а кто пополамщик. Но мало кто задумывался, что вообще-то подобные практики полностью меняют портрет будущего человека. Раньше люди сравнивали себя с соседями. Теперь с развитием технологий мы видим все больше так называемых идеальных людей. Человек не может не сравнивать себя с другими. Это базовый процесс нашей психики. И по итогу люди начинают страдать от завышенных требований к себе и окружающим. Например, в каком-нибудь Тиндере можно поставить галочку «Не писать парням ниже 182 сантиметров». Для справки, средний рост мужчины по всему миру 171 сантиметр. Одной только галочкой мы отсекаем большую часть мужского населения. Но рост-то это не определяющий фактор. Как по анкете в приложении можно оценить чувство юмора, доброту или харизму? Основной принцип эволюции человека нарушается. Выживает не тот, кто умнее, умеет договариваться или приспосабливаться, а высокий и лучше еще богатый. У мужчин, кстати, тоже полно нереалистичных ожиданий от девушек. Например, они чаще выбирают девушек похудее и помоложе. Как будто в этом и есть залог счастья. Все идет к тому, что наши потомки станут максимально одинаковыми. Потеря разнообразия – это прямой путь к вырождению. И как бы парадоксально это ни звучало, но современный прогресс – это тоже одна из причин вымирания человечества. Ведь сколько мужчин и женщин не подходят под общепринятые жесткие нормы.
они рискуют быть просто вычеркнутыми из следующих поколений. И тут возникает странный вопрос. Если так продолжится дальше, что же ждет человечество? Что произойдет раньше, апокалипсис, или мы просто вымрем от того, что перестанем рожать новых людей? Давайте разберемся, как может закончиться эта история и какие сценарии нам реально грозят. Через 2-3 миллиарда лет Солнце станет светить так сильно, что испарятся океаны, и мы с вами, скорее всего, перестанем существовать. Фантасты еще с прошлого века придумывают разные сценарии исчезновения человечества. И ядерная зима, и глобальное потепление, астероид из космоса, восстание машин и даже зомби-апокалипсис. Людей чаще всего хоронят в костюмах и платьях. Так что зомби-апокалипсис больше похож на свадьбу, чем на конец света. Есть и более экзотические варианты апокалипсиса, как, например, в романе «Нот» Эдриана Барнса, когда все человечество просто перестало спать и все сошли с ума за 2 недели. Но если смотреть на цифры, самым вероятным вариантом вымирания человечества будет именно демографический кризис. Хотя, с другой стороны, вся история человечества насчитывала до 20 цивилизаций. В Месопотамии, Египте, Индии, Китае, да вы и так все их знаете из учебников истории. Может быть, и наша глобальная цивилизация исчезнет, чтобы дать дорогу тем же цыганам. Они же рожают и много. Как вы думаете, как будет выглядеть цыганская цивилизация? Когда-то их называли кочевниками, теперь их караваны странствуют между звездами. Они сохранили песни, огонь очага и свободу движения. В любом случае, демографический кризис – это огромная проблема нашего времени. Я бы сказал, целая эпидемия. Она не сулит ничего хорошего ни нам, ни нашим потомкам. И, как мне, наверное, удалось вам показать, она включает в себя огромное количество переменных. Не построен еще такой суперкомпьютер, который мог бы посчитать их и найти путь решения этой проблемы. Но почему-то кажется, что мы это преодолеем. Как преодолевали до этого сотни и миллионы других кризисов. И все эти страшные сюжеты апокалипсиса и дальше будут пугать нас только со страниц книг и с экранов в фильмах и сериалах. Раз старый взгляд на семью и детей перестает работать, обязательно произойдет переоценка ценностей. Семья и дети будут нести не практический смысл, а какую-то другую функцию. Например, созидательную. Допустим, семья будет существовать для личного роста, поддержки и радости. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь, если это видео помогло расширить ваше понимание этой проблемы. Мне очень интересно ваше мнение, и обязательно напишите в комментариях, как вы видите эту проблему и планируете ли сами заводить детей, и что вас останавливает или наоборот подталкивает. Буду очень признателен вашей помощи донатом или подпиской на Бусти, и увидимся в моем телеграм-канале.